Здравствуйте, меня зовут Анастасия, добро пожаловать ко мне на канал. В этом видео я вам расскажу самые распространенные заблуждения о Турции от тех людей, которые здесь никогда не были. Турция – религиозная мусульманская страна. Да, в Турции большинство жителей в Турции исповедуют ислам. Но религия отделена от государства, и Турцию в основном путают с Арабскими Эмиратами, с Сирией, с Ираном. Это абсолютно здесь не так. Здесь есть и христиане, и католики, и, в общем, никто друг другу никому не домогается, никто никого не трогает, а каждый спокойно занимается своим делом. Турция светское развитое государство. Но, конечно, прежде чем ехать в Турцию, допустим, опять же, вы выходите замуж, то нужно обязательно уточнить, в какой регион вы едете, потому что Турция настолько разнообразная, и в каждом регионе свои стереотипы, свои, в общем, религиозные понятия. Например, у нас в Измире Измир считается более европеозной, и здесь можно ходить по пляжу в купальнике, никто не осудит, не посмотрит, ничего. Но есть такие города в Турции, я не буду называть, я в этом не копалась, где ходят в основном закрытые и уже в коротеньких шортах. Ты там не прогуляешься, ты там не пройдешь. Недавно мне написали комментарий, это будет еще одно заблуждение. Женщину в Турции не считают за человека. Это, конечно же, абсолютно не так. Да, большинство женщин не работают в Турции, но они не работают только по своему желанию. Ну, какие-то, может быть, единичные случаи есть, что там муж против, а так, насколько я знаю, насколько я слышу, это добровольное желание. Но в Турции женщина абсолютно полностью заведует своим бытом, а мужчина только работает и зарабатывает деньги и удовлетворяет капризы своей жены. Между прочим, не только жены, и всех ее родственников. Это в Турции очень частое явление. Также очень распространено здесь авторитарные женщины, авторитарные жены. И когда мужа, сколько у нас так случаев было, когда мой муж что-то спрашивает у друга, вот давай это сделаем, так сделаем, то сделаем, в общем, свои какие-то мысли, а друг говорит, ну вот хатун истерсе, то есть если моя жена захочет, мы обязательно это сделаем. Да, закрытых женщин в Турции тоже много, но это личный их выбор. Права у женщин в Турции строго охраняются, защищены на юридическом уровне. Здесь очень хорошо развиты центры, фонды для пострадавших женщин от бытового насилия. У меня на канале есть полное видео о бытовом насилии в Турции. Заходите, смотрите. Еще один очень распространенный комментарий и одно очень большое заблуждение, что без русских туристов ваша экономика упадет, умрете с голоду и все такое в этом роде. Это абсолютно не так. Турция – одна из мировых лидеров по производству сельского хозяйства. И, кстати, у нас в Измире сельское хозяйство очень хорошо развито. Об этом тоже у меня есть подробное видео на канале. А также текстиля, бытовой техники, строительных материалов, автомобили и так далее. И, кстати, в этом списке Турция занимает далеко не последнее, а первые места. Еще одно очень частое заблуждение, особенно мне говорят родственники из Белоруссии: а у вас же там в Турции нет зимы, сиди там, грей на море свою попку. Это тоже абсолютно не так. Турция очень разная, и в разном регионе есть свой климат. У нас, например, просто единственное, что в Турции лето длится больше, чем 3 месяца. У нас в Измире, например, с мая по ноябрь месяц можно купаться в море. У нас зима, конечно же, бывает, но от силы пару недель. Снег у нас был последний раз года 4 назад. У меня тоже есть там видео, я снимала. Надеюсь, я ответила на ваши некоторые вопросы, помогла вам узнать больше о Турции. Пишите свой комментарий под видео, ваше мнение для меня очень важно.